Всем здрасте! Время сейчас такое коронавирусное, что если нужно сделать укол, в больницу особо не пойдешь, и медсестру домой тоже особо звать не стоит. А уколы делать надо, а как их делать не все знают. Поэтому показываю, учитесь. Так случилось, что молодому человеку нужно проколоть церебрум композитум. Я делаю укол, вы смотрите и учитесь. Первым делом я достаю ампулу. Вот она. У меня есть шприц, у меня есть ватные диски и спирт. Так как время у нас сложное, вирус гуляет, все его очень боятся, поэтому мы помоем руки с мылом, нальем спирт на ватный диск и протрем вот так вот руки. Особые чистюли протирают руки вообще везде. Все протирает, шприцы, ампулы, вот я вам протру, чтобы спокойнее всем было. Но на самом деле это немножко уже такое излишество. Дальше что я делаю? Открываю шприц. Открываю вот именно вот так вот. Вот он у меня уже готов. Практически к тому, чтобы использовать ампулу. Опс. Отломил. Для меня во всем этом процессе самое сложное это расчехлить иголку, потому что они обычно туго закрыты. И набираю. Процесс этот несложный. Иголочку по стеночке опустили. Дно особо не касаемся, чтобы не тупить иголку. И высасываем, оттягивая поршень, все лекарство. Готово. Вот оно. Шприц. Постучим, чтобы капельки воздуха, пузырьки воздуха улетели. Чуть-чуть сделаем вот так вот. Оп, готово. Берем новый диск ватный. Макаем в спирт. Место укола. Делим попу на 4 части. Промазываем спиртом. Верхняя часть полупопья укололи. Миллиметр оставили, и я всегда оттягиваю поршень назад. Излишки воздуха ушли. И теперь медленно ввожу лекарство. Можно не бояться в данном случае, что воздух я загоню вовнутрь, потому что я поршнем вытащил все, что там было. Поршень до упора. Ватный диск. Вытащил. Укол сделан. И думаю, что синяков не будет. На самом деле, молодому человеку нужно проделать целых 10 таких уколов. В конце, когда будет заключающий укол, я сниму видео, чтобы показать вам все эти следы от уколов. Были синяки или не было синяков. Вы все это увидите. А пока покажу, куда нужно делать укол, а то как делать показал, а куда нет. Вот сейчас и буду показывать на примере тыквы. Представьте себе, что тыква это 5-я точка. Левая и правая ягодица. Именно правая ягодица нам и понадобится. Рисовать на ягодицах ничего не надо. Визуально. А я показываю на деле. Делим ягодицу на 4 части. Нас интересует верхний наружный квадрат. Верхний правый угол. Именно сюда и будет происходить сам укол. Чтобы проще было найти эту точку, от этой полоски, от ложбинки, проводим вот такую вот линию с самого верха, параллельную такую линию, и где-то вот здесь и должен быть тот самый укол. Если мы уколем сюда, можем попасть в какой-нибудь нерв, и вообще здесь тазобедренная кость, поэтому мы колоть будем правильно. В правый верхний угол правого верхнего квадрата. Рука должна быть твердая, не трясется, и уверенный удар. Вот он. Как я и говорю, всегда оттягиваю поршень, потом ввожу. Для тех, кто боится, что игла сломается. Посмотрите, пожалуйста, вот я ее гну. Я ее полностью согнул, вытаскиваю. Она не сломалась. То есть саму иглу сломать достаточно сложно. Она вот прям гнется, поэтому не бойтесь ее сломать. И вообще не нужно бояться делать уколы, потому что это самая простая процедура, которая только может быть. Не болейте, всем удачи, пока-пока.